Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по продвижению сайтов, и я рад представить вашему вниманию Артема Высокого. Артем, привет! Привет, привет. О чем сегодня нам расскажешь? Ну, расскажу про PBN-сетки, зачем они нужны, зачем их строить и как их строить. Отлично. Предлагаю сразу приступить к делу. Тебе слово, Артем, и слушаем тебя внимательно. Так, ну, соответственно, тема PBN-сеть. Меня зовут Артем Высоков, в SEO с 2013 года. У самого на данный момент сеть состоит из более чем 1800 сайтов. Вот приближается уже к двушке. Я всеми силами к этой цифре иду. Почему тут какой-то у меня такой бзик, хочется 2000 сайтов. Веду информационные коммерческие проекты, ну, продвигаю их, и развиваю также два плагина, с помощью которых в том числе и наполняем эти самые PBN-ки. То есть все переплетено. Для чего нужны PBN? Большинство никогда не строило PBN-ки, и для них что-то такое, ну, во-первых, эти три буквы непонятные, видимо, это что-то сложно, и лучше обойдем это стороной и закупимся ссылочками на бирже. Но на самом деле все не так сложно, как вам кажется, и если учесть те факторы, которые сейчас перечислю, то наверняка вам захочется начать строить PBN-ки, потому что вы поймете, что, во-первых, это возможность сэкономить. Как сэкономить, если там дропы стоят 15, 20, 30 тысяч рублей, это в белых нишах, и еще за ним погоняться нужно. Ну вот сейчас расскажу как. Вы получите полный контроль над ссылками, над ссылочной массой. Они будут, такие ссылки, эффективнее, чем ссылки с бирж. И гибкость. Крайне редко, когда можно на бирже заказать ссылку с главной страницы, с категории или сквозняк купить. Можно, конечно, договариваться с веб-мастерами, но это трудозатратно, и не каждый согласится. А тут вы сами для себя сделали сайтик и с него проставили так, как хотите, ссылки. PBN vs биржи ссылок. Вот еще плюсы. Получается полный контроль, долгосрочная надежность, то есть вы полностью контролируете, вы знаете, что будет с этим сайтом, и как только, если, допустим, по какой-то причине, если это ваш бизнес, то ну, там, вы сменили род деятельности, вы там, даже можете продать эту сетку своему там, конкуренту бывшему, либо если это смежная ниша, то убрать те ссылки и поставить на себя, ну, то есть полный контроль действий. Можно ставить десятки ссылок на себя и знать, что конкуренция, соседства не будет какого-то неприятного. Но при этом, конечно же, есть и минусы. Такие сайты, такие ссылки будут дорого выходить сначала, ну, то есть запустить сетку, но в перспективе вы их окупите. Сейчас тоже расскажу почему. И также требует времени и ресурсов на администрирование всей этой сети, потому что купить ссылку с готового сайта вы просто оплатили, вебмастер все на себя берет, сделал контент, поставил ссылку, и все, и вы забыли про это. Тут же вам нужно следить за обновлением сайтов, там, плагинов, шаблонов, чтобы это все не упало, чтобы его не взломали и прочее, прочее. То есть это определенный головняк присутствует. Но также есть плюсы и у бирж. Большой выбор к вам, если вы как частный вебмастер, SEOшник, к вам пришел на продвижение сайт любой тематики, вы заходите на биржу, тыкаете эту тематику в фильтре, и сразу у вас куча сайтов, из которых можно выбирать. Быстрая покупка, заказал, вебмастер на себя забрал вся ответственность, ваше дело только заплатить. Но есть минусы, опять же, очень малый процент качественных площадок. Те качественные площадки, которые появляются новые, они быстро заспамливаются и превращаются уже в помойки. Ссылку могут удалить, например, сменился владелец сайта, он не хочет торговать ссылками, сносил все предыдущие статьи, и все, и вы лишились ссылки. И даже компенсации никакой не будет, потому что вебмастер может вообще просто не регистрироваться в этой бирже, и это может произойти не через год, через два, а может произойти через месяц. Неизвестно, что на уме у вебмастера, который ставит на вас ссылки. Вот такие вот минусы. Кому нужна своя PBN-сеть? Естественно, не каждый сейчас должен побежать и разворачивать для себя PBN-сетку, будучи владельцем бизнеса или SEOшником. Нужно взвешивать экономику, прикидывать и понимать, здесь без PBN-сети никак не обойтись, а там, какой-то региональный небольшой бизнес, ну, и ссылок с бирж достаточно, потому что зачастую я сам из региона, из Волгограда, и я знаю, что здесь куча сайтов просто
сделаны на коленке, они стоят в топе, потому что, ну, просто больше некому стоять в топе. Какие там PBN-сети, там вы просто оптимизацию какую-нибудь внутреннюю довести до ума. Соответственно, если у вас конкурентная ниша, и вы из Москвы, из Питера, то однозначно да. Если вы из регионов, и у вас небольшой бизнес неконкурентный, то и без PBN можно жить. Когда PBN выгодное решение? Ну, само собой, когда вы затраты на PBN-сеть, я могу даже сказать, если вы будете, например, делать сами PBN-сеть, ну, мы сейчас об этом еще поговорим, но это там в районе, самое дорогое – это покупка дроп-домена. То есть это домен, который был ранее зарегистрирован по вашей тематике, а потом по какой-то причине его не продлили, и вот вы его выкупили, вот за него обычно идет борьба. То есть если хороший домен, то за него идет борьба. Это самый длительный процесс поиска такого домена и самый дорогой процесс. Наполнить контентом в век нейросетей вообще не составляет труда. Так вот, если вы строите такую PBN-сеть, вы закладываете какие-то там, не знаю, 100-200 тысяч рублей на нее, на постройку этой PBN-сети, а у вас там оборот в год, не знаю, там 1 000 000 рублей, ну, это мимо, естественно. Если у вас высокая конкуренция в Москва-Питер, опять повторюсь, стоит строить. Как это работает? То есть, по идее, даже в регионе вы можете сделать себе сетку на 10-15 сайтов и просто стать на голову выше всех своих конкурентов по той причине, что они такого вообще не делают, не знают и никогда в жизни не слышали. Они там, тайтлы у многих не прописаны. Опять же, нужно взвешивать. Если вы благодаря этому, встав там в топ-1 в Гугле, именно, кстати, нужно отметить, что этот метод хорошо работает для Гугла. То есть это прям разделение такое. И самое основное отличие Яндекса и Гугла в продвижении: у Яндекса это поведенческие факторы номер 1, у Гугла по-прежнему ссылки. Поэтому в Яндексе можно накручивать поведенческие факторы и топ-1 занимать. В Гугле, соответственно, ссылками догоняем. Если ссылок недостаточно биржевых, там, крауд-ссылок и прочего, то докручиваем PBN-ками. И нужно иметь в виду, что первое место в Гугле – это, конечно же, гораздо-гораздо круче, чем первое место в Яндексе. Потому что в Яндексе у нас есть Яндекс.Директ, который в некоторых нишах сейчас уже 8 блоков Яндекс.Директа. И чтобы долистать до первой органической позиции, вы можете там 3-4 экрана пролистать, потому что там, допустим, будет какая-то нулевая строчка в виде товарной выдачи, потом 8 объявлений, потом еще и яичный блок, потом еще какие-нибудь карты подгрузятся, ну и там до вас только самый герой долистает. В Гугле нет рекламы, Google Ads давно уже не с нами, не в этой комнате, и поэтому если вы в Гугле будете топ-1, то вы реально получаете 25-30% CTR кликов по своей позиции и столько же процентов трафика. Далее, как строить PBN-сетку? Есть, ну, я выделяю 4 способа. Это пресловутые дроп-домены, чаще всего о них как раз-таки говорят все те, кто занимается дропами, как я. Не дропами, а PBN-ками. Можно покупать сайты на биржах, ну, самая знаменитая и, пожалуй, она единственная, более-менее адекватно работающая, это Телдери. Лузеры из поиска я их называю, это когда там 3, 4, 5 страница в поисковой выдаче по нужному вам запросу, там находим какой-нибудь сайт, заходим на него. Это тоже не быстрый процесс, потому что не каждый из этих сайтов, он реально лузер, и не каждый лузер хочет продаться, но все равно, выбрав там 30-50 сайтов, мы пишем им, ну, такой аутрич, но только не с целью покупки ссылки, а с целью покупки самого сайта. И партнерство – это самый быстрый способ получить в частичное владение чужую сетку сайтов. На каждом из этих вариантов я остановлюсь подробнее. Дропы. Их можно восстанавливать, старый контент, а можно генерировать новый на старых урлах. Либо вообще даже без старых урлов. Но я, конечно, рекомендую на старых урлах, либо как минимум ставить редиректы со старой урловой структуры на подобные страницы, чтобы переливать вес, который был на предыдущих урлах. В чем плюсы и минусы каждого из этих методов по дропам? Если восстанавливаем из веб-архива, то обязательно рекомендую не на Archivarix оставлять это. Archivarix очень удобен при восстановлении сайтов из веб-архива, но это прям вот, я в футпринты не очень верю, но вот это прям для меня это прям футпринт. То есть CMS создана для того,
чтобы разворачивать сайты на дроп-доменах. Что как бы намекает, если вы купили дроп-домен и развернули на Архивариксе, то, скорее всего, вы это сделали для того, чтобы продать ссылку, ну, либо проставить ссылку. И для Гугла это прям футпринт. Поэтому разворачиваем, восстанавливаем, переносим с сохранением URL и структуры на WordPress и радуемся. Но радуемся недолго, потому что вас могут накрыть за авторские права. Причем сейчас юристы еще более наглеют, чем во времена, когда они только за картинки наказывали. Они могут наказывать и за тексты, и за шрифты. Сейчас новая волна пошла. Будьте аккуратны с восстановлением старого контента. Где искать? Ну, Turnet MyDrop. Ну, по крайней мере, мы ищем Бурж. Соответственно, вот эти сайтики. Ну, в презентации будет расшарено, вы все можете посмотреть. Точнее, скинуто. Как подбирать дропы? Подбираем. Сначала мы отсекаем по пузомеркам. DR, допустим, от 10, CFTF средняя 10. Но это не значит, что вот мы увидели и сразу же купили. Это основной такой параметр, который отсекает вообще прям трэш-трэш. И почему мы смотрим на DR и на CFTF? Потому что и DR можно накрутить, и CFTF можно накрутить. Методики у них разные по накрутке, но как бы мы подразумеваем, что если мы смотрим сразу на два параметра, то вероятность накрутки снижается. Мы, получается, такой первичный фильтр, мы отфильтровываем по вот этим пузомеркам, так называемым, получаем этот список и проходим руками, уже снимаем всю ссылочную массу и там уже смотрим, что же там внутри, потому что там DR накрутить ума много не надо. Хрумером прогнал, миллион ссылок налил из каких-нибудь вообще трэш-сайтов, и вот у тебя DR там 50. Но, опять же, повторюсь, это такой первичный фильтр, который отсекает вообще трешак. Дальше, помимо того, что мы смотрим ссылочную массу, смотрим, с каких сайтов стоят ссылки. Может быть, даже лучше DR10, чем DR30. Но DR30 накрученная, а DR10 естественная какая-нибудь ссылка там, с какого-нибудь трастового СМИ или сайта. Смотрим, нет ли там, через веб-архив смотрим, нет ли там, не было ли порнухи раньше, казино, всякой запрещенки. Не было там арабской вязи, если это сайт на русском языке, а потом в какой-то момент появился там китайский язык или арабский, значит, не стоит туда лезть, там, скорее всего, выжженный уже домен, мы его отбрасываем. Идеально, если сайт еще в индексе, тогда мы можем сделать такое довольно-таки бесшовное восстановление, поиск еще не одуплился, что произошло, домен зарегистрировался, но его тут же зарегали. Это вообще круто. Но не всегда так происходит. Можно брать и не такие вот аукционные дропы, которые еще в индексе, а можно брать и те, которые уже прошел какой-то период времени. Они тоже работают, но по наблюдениям, да, лучше, конечно, которые еще в индексе были. Выбираем максимально тематичный. Есть куча споров на этот счет, многие разного придерживаются. Я люблю тематику, чтобы соблюдалась тематика, либо смежная тематика, и потом переделка под нужную нам. Тоже чуть дальше расскажу, как переделываем мы тематику. Параметры дроп-доменов. Вот я их указал. Нет, я про это рассказал уже. Что мы делаем, когда вот мы восстановили, например, на Архивариксе, некоторые так делают, оставляют. Хорошо. SEO бог вам судья или кто там. Мы делаем иначе. Мы переносим на WordPress. WordPress у нас есть определенный пул шаблонов, которые легко поддаются уникализации. Что такое уникализация? Когда можно блоки поменять на главные, в категориях, сайдбары всяческие крутить, менять, CSS-ки разными цветами красить. И вот это вот все. Вот таких вот шаблонов 10-15 штук вы можете себе приготовить и чередовать их, и уникализировать. Генерируем сейчас с помощью нейросетей логотип, не нужен никакой дизайнер, все это дешево и быстро получается. Придумываем название. Плагины, вот здесь список, какие необходимы, какие мы используем. Набор плагинов также может быть футпринтом. Но, например, плагины, которыми мы генерируем контент, они не детектятся.
Это специально было сделано, потому что, допустим, там какой-нибудь антиспам, YARP и там Inline Related — это очень популярные плагины, и они стоят на там, сотнях тысяч сайтов, и поэтому подозрений не вызывает. А сайты же для контента наши, они, естественно, стоят там на тысячах сайтах и могут вызвать подозрения у Гугла. Это еще один футпринт, в который я плюс-минус верю. Наравне с одинаковыми шаблонами, одними и теми же IP-шниками и архивариксом в качестве CMS-ки. Генерация контента с помощью плагинов. Придумываем темы, можно хоть с Алисой, хоть с Perplexity, с чем угодно. Просто вбиваем, придумай мне 100 тем, тебе оно придумывает, загоняем в плагин Ivy Writer массовой генерации, и он начинает штамповать, там, например, в течение 2 месяцев статьи. А с помощью iComments мы оставляем на эти статьи комментарии. И таким образом у нас получается не просто бездушный PBN-сайт, а как будто бы прям живой блог, который еще обсуждает плагин комментариев, он еще сам себе отвечает, и получается, что у нас обновляемый контент, который выходит с определенной периодичностью и еще и живой, потому что его комментируют. Что делать, если по тематике мы не смогли подобрать хороший домен? Можно сменить тематику. Что для этого делаем? Восстанавливаем прошлую тематику, индексируем, если он выпал из индекса или не все страницы были в индексе на момент восстановления. Дожидаемся индексации 2-3 недели. Можно помогать, но только там не спамными методами, а нормальными, обычными. Смотрим, кстати, при добавлении сайта в Webmaster, в Google Search Console, нет ли фильтров у такого дропа, потому что вроде может быть все хорошо с ссылочной массой, может быть все хорошо, там не было никакого казино порнухи, но сайт попал по какой-либо ручной фильтр Яндекса и Гугла. Но вот здесь еще один футпринт вас может поджидать. Это если у вас сотни дропов все на одном аккаунте. Ну, не надо так делать. Это тоже, это вы прям стучитесь Яндексу и Гуглу в дверь и говорите, вот я еще одного привел, еще один сайтик привел, посмотрите на него. Так не делаем. Нужны разные аккаунты, куда вы будете добавлять. Если вы будете добавлять и проверять на как раз-таки на фильтры внутри поисковых систем с помощью веб-мастеров. И с помощью этого еще индексировать. Но цель такова. Индексируем старую тематику, как будто бы мы восстановили тот сайт со старой тематики. Дожидаемся этого там, в течение 2-3 недель, видим, что все статьи вошли в индекс, и теперь мы берем, и, допустим, если в прошлый раз мы восстановили 30 статей, то сейчас мы генерируем по новой тематике, которая наша ультратематичная, 100-150 статей. А те предыдущие оставляем в категории, ну, например, у вас там, не знаю, диван, вы занимаетесь кухнями на заказ, а у вас была там мягкая мебель. Вот мягкая мебель, у вас будет рубрика «Мягкая мебель», а теперь мы меняем на кухне на заказ. И в этот момент мы меняем и на главной странице метатеги, описание все меняем на кухне, а вот мягкую мебель выносим в категорию, ну, точнее, она должна быть уже в категории, чтобы не менять урлы, категория «Мягкая мебель». И все. Эти все статьи остаются, ну, мы, по крайней мере, их не удаляем, они остаются, живут, но количество новых статей по новой тематике у нас больше. Также ждем переиндексацию, не сразу ставим ссылки. Ссылки вообще ставим там через 2-2,5 месяца. Ну, потому что это вся вот эта индексация, пока там что-то замена, измена и прочее, занимает время. И вот когда это все проиндексировалось уже первичные те статьи, вот тогда мы генерируем еще там 10-15 статей, из них ставим ссылки. Ссылки ставим не на один и тот же анкор, нет. На один и тот же кластер тоже лучше нет. Берем, допустим, 10 статей, и каждый под свой кластер. То есть если у вас там 10 категорий на сайте, вот каждая статья должна быть написана под этот анкор. Обязательно это анкорная должна быть, потому что PBN – это самая жирная ссылка, имейте в виду. С PBN ставятся самые жирные ссылки на самые жирные анкоры. Ну и с главной страницы вообще максимально жирнючий прям. А все остальное, все остальные ссылки мы ставим для маскировки. То есть, опять же, сетка PBN – это не значит, что вы взяли только такие ссылки ставите. Нет. Сетка PBN – это те ссылки, такой локомотив, который толкает ваш сайт по нужным вам запросам. Всеми остальными ссылками мы не пренебрегаем, а продолжаем покупать и крауд-ссылки, и в каталогах регистрироваться, и статейные ссылки, даже там с бирж покупать не заспамленные. Пофиг, это должно быть, потому что, опять же, наша задача создать естественный ссылочный профиль, равномерно, систематично развивающийся. Есть наблюдение, что в Гугле трафик растет не
только от качественной ссылочной массы, а от динамики этой качественной ссылочной массы. То есть если посмотреть по Ahrefs, мы видим, что растет плавно растет ссылочная масса, и также плавно растет трафик. Да, если это молодой сайт, то сначала будет расти до какого-то момента ссылочная масса, а потом быстрее возрастает трафик. Но потом они идут один за другим. Поэтому покупать ссылки нужно систематично. Нельзя купить, отстреляться, там 500 ссылок купить, и потом год ничего не делать, потом еще 500 ссылок. Но нет. Это SEO – это постоянная работа над сайтом. В том числе и внешняя оптимизация – тоже, естественно, постоянная работа над сайтом. Дроп и генерация нового контента. Поднимаем WordPress сразу же, старые урлы редиректим на новые, например, урлы, или воссоздаем урловую структуру, если это возможно, таким же урлам генерим просто новый контент. Можно отрерайтить старый контент с помощью, опять же, там плагинов, либо нейросетей просто, и на старых урлах будет новый контент располагаться. Сколько времени уходит на процессы? Самый долгий процесс – это поиск дропа. В зависимости от ниши это может занимать там, от нескольких дней до нескольких месяцев. Опять же, особенно если у вас там бюджет какой-то ограниченный. То есть за 1000 рублей искать спортивную тематику, домен вы будете примерно вечность. Восстановить дроп, создать сайт и наполнить его контентом, 30 минут. То есть сгенерили там 100 тем, поставили все плагины, развернули сайт WordPress, и там все, 30 минут, час, и у вас на месяц, на 2 у вас контента хватит на сайт, это все будет публиковаться, индексироваться, и все отлично. Самое долгое – это поиск дропа. Сколько стоит PBN? Дроп 10-15 тысяч – это средняя такая цена. Бывает, конечно, очень сильно зависит от ниши. И если там в этой нише, я про спорт не зря сказал, потому что спорт – это там всякие ставки, и казинохи, они перебивают, они могут до бесконечности с вами бодаться, но вам не стоит с ними бодаться до бесконечности, потому что они все равно вас перебьют. Контентчик там 200-300 рублей за полчаса работы и 500 рублей на контент, который 2 месяца будет генерироваться. Вот такая стоимость одного сайта. Одного сайта из PBN-сети. Это что касалось дропов. Можно делать проще. Берем свежий рек и прокачиваем его. Получается, в такой ситуации, если мы так делаем, мы берем зачастую EMD-домены, то есть с вхождением ключа, чтобы усилить вес от такой ссылки. Регистрируем, ставим нормальные ссылки статейные с бирж, а по ним потом еще делаем уже прогон, то есть второй уровень ссылок строим. Либо ссылки с бирж, по ним крауд-ссылки, а по крауд-ссылкам уже третий уровень прогоны. Это я так не очень люблю, но бывает, что, например, мы можем купить какой-нибудь слабенький дроп и вот так вот его доусилить, когда в тематике немного дропов, а нам нужно как можно быстрее. То есть не полгода искать один дроп, а 10 штук за месяц. Где еще искать сайты для PBN? Это что касалось стандартного набора любого PBN-щика, PBN-щика, не знаю, как сказать. Но есть еще и другие способы, которыми я пользуюсь. Это покупка сайтов на Телдере, покупка сайтов у бывших учеников Пузата, Деригина и Смарта, и лузеры на 3-й плюс странице. О каждом поподробнее расскажу. На Телдере в чем преимущество? Это такая же биржа, только там в бирже ссылок вы покупаете ссылки, а здесь вы покупаете полноценные сайты. Все прозрачно, есть инструкции, в каком бы экзотическом регистраторе не был зарегистрирован домен, вам подскажут в техподдержке, как его перенести. Где бы ни находился сайт, вам тоже помогут с хостером. И, опять же, вам нужна какая-то определенная тематика, вы поставили галочку, все, отсортировалось, и вот вам куча сайтов нужной вам тематики. Но высокая конкуренция, то есть много желающих, кто хочет купить. В последнее время, конечно, не так много, но тем не менее. И завышенные цены. То есть когда это продается полноценный сайт, он, естественно, будет продаваться дороже, чем если вы покупаете дроп, просто дроп-домен. Вот один из последних сайтов, но это уже не последний. У меня сейчас сделка идет на пару сотен сайтов. Я покупаю стабильно, постоянно расширяя свою сеть.
Как подбирать сайты на бирже? Ну, заходим на биржу Телдери, вбиваем основные фильтры по тематике, оптимальная цена, там я до 50 смотрю сайты, 1000 рублей, оптимальная цена именно. Там есть начальная, оптимальная и Блиц. Блиц – это который прям ты поставил ставку и сразу купил сайт, там обычно X3, X4 от реальности. Самая первая цена – это просто, чтобы разогнать аукцион, а вот оптимальная, на нее можно ориентироваться. Но я всегда прошу скидку. То есть если я вижу 50 тысяч рублей, я пишу там «куплю за 35 чистыми». Чистыми – это значит все биржевые комиссии, все я беру на себя. Чистый ссылочный… Это что касается, вот мы отфильтровали, у нас появилось там 10-15 сайтов, и мы дальше начинаем их смотреть точно так же, как мы смотрим дроп-домены для покупки. Смотрим их ссылочные профили, смотрим CFTF, DR, без накруток ли они, смотрим X. А для чего нам X? Кстати, вот я еще здесь не упомянул. Упомянул X от 30. Почему? Не для того, чтобы продавать ссылки, потому что очень многие ориентируются там на X до сих пор, как на показатель мощности ссылок. Нет. X – это он в большей степени завязан на трафике. Если трафик есть из Яндекса, то X не будет ниже 30. Вот они недавно, буквально месяц назад, даже меньше, на месяц назад, пересчитали формулу, и у многих вырос X. То есть они что-то… Это индекс качества сайта. Но в индекс качества сайта наибольшее вложение имеет именно трафик. И поэтому все, что ниже 30, там 10 или 0 вообще, значит, там трафика вообще нет. И не было никогда. Ну, точнее, он был когда-то, но теперь уже там все пусто. А вот 30 можно смотреть уже что-то с трафиком есть, хотя там 50-100 человек в сутки – это уже норм. Даже если там 50-100 человек, из них там какая-то часть ботов, потому что боты нагуливаются, они по-прежнему для поведенческих факторов огромное количество, но там в районе 100, если посетителей в сутки есть, это норм. Отсутствие токсичных ниш, то есть если на этом сайте также, чтобы там желательно не казинохи, ничего такого не было. Желательно запросы хотя бы в топ-50. Это можно по кейсу посмотреть. Кейсо, между прочим, тоже встроен в Телдери, и там сразу подгружается. Если мы видим там в топ-50 тысячи каких-то запросов, это говорит о том, что у сайта потенциал, и по идее, если вы захотите, то вы можете даже эти 1000 запросов перегнать там в топ-10 и получать даже трафик на этот сайт. Не берем линкопомойки и откровенно мертвые проекты. Раньше я еще пользовался дополнительной монетизацией. Я покупал такие сайты и вешал на них RCA, тизеры всякие. Это, во-первых, добавляет естественности такому сайту, а все, что мы делаем, помним, да, мы строим естественную ссылочную массу для поисковых систем, чтобы они не заподозрили, что мы покупаем ссылки. Но это на нас ссылаются все естественно и законно. И когда на сайте висит реклама, я вот как человек, который со своих проектов, с некоторых также там на биржах у меня продаются ссылки, я знаю, что некоторые оптимизаторы такие: о, снимите рекламу, не надо, там, это там размытие. Да ни хрена никакого не размытия нет, это какие-то мифы SEO-шные. Это, наоборот, добавляет естественности, когда на сайте есть реклама. Это говорит о том, что сайт не только торгует ссылками, а он как-то монетизируется, развивается, и ему за клики также платят. Сейчас, правда, RCA платит копейки, тизеры вообще, по-моему, сдохли, я не знаю сейчас, что вообще из них платят и не платят. Но, тем не менее, на какие-то еще трафиковые сайты можно вешать рекламу и получать какую-то там копейку. Если раньше это были прям ощутимые копейки, даже не копейки, это сотни тысяч рублей были, то теперь это 1000 рублей. То есть это просадка там вообще колоссальная. Покупка через чаты. Я по счастливой случайности давно-давно в нише, с 2013 года я начал покупать сайты. Первые свои сайты купил в 2013 году. Как сейчас помню, это был март или апрель, вот как раз, получается, много-много лет назад уже я стар и не помню, сколько, не могу посчитать, сколько это лет. Вот, я был в различных чатах, и в них и остался, и там до сих пор есть люди, которые продают свои сайты по технологии Пузата, по технологии Ригина, Смарта. Вот такие были инфогуру, которые учили, как делать инфосайты. Когда они еще работали, и хорошо на этом можно было зарабатывать. Это, то есть, это не инфо-цыганство было, а нормальные курсы, которые помогали зарабатывать бабки. Сейчас это все сдохло, и вот остатки людей, которые еще продолжали верить в эти сайты, они начинают их сливать, а я их начинаю покупать. Там часто стоят дешевле сайты, можно договариваться оптом скупать, и часто там бывают всякие декретницы, женщины, которые скачали или посмотрели курс там, 2015 года, не посмотрев на дату, думают, что сейчас то же самое, зашли на Телдер и купили всякую
трешанину, она им не принесла миллионы пресловутые, и все, они начали продавать то, что они купили там за десятки тысяч рублей, продавать в 2-3 раза дешевле. И как бы я начинаю их покупать. Но вот в чем разница покупки на Телдере и вот в таких чатах? На Телдере удобней, там, во-первых, можно сортировать по тематике, вот эти все дела, про которые я рассказывал, и там есть инструкции по передаче. Вот когда вы покупаете вот таких вот людей, женщин там после декрета, бабушек, там очень много там всяких пожилых людей, которые вообще понятия не имеют, что такое домен, что такое хостинг, у них где-то там сайт лежит, у них откуда-то там с карточки с пенсионной списываются деньги ежемесячно за хостинг и ежегодичное за домен, и все, они понятия не имеют, где это находится. И вот тебе тогда, как человеку, который хочет это купить, тебе приходится с этим совсем заморачиваться. Я по одному-двум сайтам, конечно, не заморачиваюсь, потому что это просто себе дороже станет, это свихнуться можно. А вот когда это десятки сайтов, сетка какая-то, то можно и поднапрячься, потому что игра стоит свеч, цена на такие сетки, она сильно дешевле, чем если бы вы покупали это на Телдере. Лузер из поиска. Тоже можно купить дешево, потому что часто люди даже не знают, что сайт можно продать. Вот они когда-то что-то сделали, он у него висит, а он думает, 150 рублей в год за домен и там 1000 рублей в год за хостинг, или сколько сейчас хостинги, что-то уже и не помню даже, сколько хостинг стоит. Самый дешевый. Наверное, можно за 1000 рублей найти. Нет, нельзя, это меньше 100 рублей в месяц. Короче, это небольшие суммы, которые вот он платит и не знает, что с этим сайтом делать. И тогда у такого человека можно купить довольно дешево. Но есть риски, во-первых, купить вообще мертвяк, но опять же мы возвращаемся к тому, что мы анализируем, как и дроп, мы анализируем также каждый сайт из выдачи, смотрим, что на нем было, какой контент, какая ссылочная масса. И нужно брать на себя ответственность за вот такой же вот долгий геморройный процесс по передаче сайта себе. Потенциал – отличный рост для ПБН. Кроме того, если мы смотрим такой вот мертвяк, не мертвяк, а вот такой вот лузерный сайт, который там на 3-й, на 4-й странице, мы анализируем в топ-50, какие запросы есть, можем ли мы его вытянуть выше. И если это коммерческий проект, то мы можем из него сделать второй money сайт, то есть занять вторую позицию по какому-либо интересующему нам ключу, по многим интересующим ключам, но другим сайтам. Об этом тоже чуть позже. Свои блоги, телеграм-канал. Вот оттуда я еще беру. Многие уже знают, что я скупаю сайты, соответственно, они мне пишут в личку. А также я оптимизировал, у меня одно время статья хорошо работала там, по запросам купить сайт, продать сайт. Сейчас, кстати, давно уже не смотрел, потому что у меня почти вся активность, она в телеге сосредоточена, и на ютубе. Сайт как таковой, он уже, я туда выкладываю, но не ориентируюсь на него. Вот у меня эта страница это есть, купить, продать сайты можно, бла-бла-бла. Вот. И изредка пишут. Раньше часто писали, сейчас крайне редко. Скорее всего, просто она упала выдачи. Вот эти два паблика я купил, вот этот мой я развиваю. Вот оттуда приходит ко мне на продажу сайты. И партнерство. Это самый простой способ найти какого-нибудь крупного вебмастера, который еще тоже также занимается. Я, так как в этой тусовке варюсь, кружусь, я знаю таких вебмастеров. И он оценивает свою сетку, и ты ему предлагаешь там 10, 20, 30% выкупить. То есть не всю сетку, а частично. И вот, получается, ты становишься партнером вот этой сети. Это дешевле, получается, быстро сразу твоя сеть расширяется, но требует доверия, потому что не каждому вебмастеру так может подойти, он может взять деньги, а завтра про тебя не вспомнить. Но как вариант. Преимущество подхода. Вот когда вы не только на одних дропах делаете свои сайты из PBN-сети, а вот всеми вот этими способами, которые я перечислил, вы пользуетесь, у вас получается максимально разнообразная сетка. Они с разными шаблонами, с разными плагинами, они иногда бывают на разных CMS-ках, хотя я все равно придерживаюсь того, чтобы все были на WordPress, но люблю я WordPress, и он не является футпринтом, потому что там 47-48% всех сайтов на планете, они на WordPress. Ничего подозрительного в этом нет. Но когда вы делаете для себя сайты, вот эти даже 10-15 шаблонов, которые вы будете уникализировать, там ставить виджеты и прочее, если вы сами будете этим заниматься, то вы с ума сойдете, если массово будете делать. Если ваш сотрудник будет делать, он начнет халтурить. И все равно плюс-минус одинаковые сайты будут получаться. Когда вы покупаете сайт, у декретницы купили, у бабушки с 3-го этажа купили сайт, там какой-то из 5-й страницы выдачи нашли сайт, купили,
они все разные. И вот вы все их у себя копите. Опять же, копите, естественно, не на одной VPS-ке, и потом с этой VPS-ки, вот у вас там накопилось 50 сайтов, и вы раз бахнули на себя 50, там, даже не 50, а получается, с каждого сайта, например, вы там, по 10 ссылок поставили, 500 ссылок с одного айпишника. Ну, это плохая идея. Нужно распределять их, рассредотачивать. У меня там в общей сложности порядка 50 различных айпишников и VPS-ок, и хостинги есть. Хостингов у меня всего 2, все остальное это VPS-ки. Там много-много сайтов, но так как то есть и они все разные тематики, все перемешаны, смешаны, там сложно это сфутпринтить, так скажем. Если же вы покупаете для одного своего проекта, то это будет очень-очень палевно. Вот. И поэтому, когда вы подходите комплексно к построению PBN-сети, у вас получается максимально крутая, разнообразная сетка сайтов. Как не спалиться? Ну вот про футпринты я сказал. Айпишник не должен быть одинаковый, не добавлять в WordPress, в Webmaster и Google Search Console в одну и ту же, уникализировать шаблоны, урловую структуру тоже. Где-то вы делаете там урловую структуру с категорией, где-то без категории, где-то слэш в конце, где-то HTML, .html делаете, где-то эти самые папки по годам делаете. Ну, то есть разная урловая структура должна быть у сайтов. И используем WordPress мы. Если не для PBN, что еще можно сделать с этим? Можно запускать новые money-сайты, про которые я сказал. Если там какой-то лузер на 3-й, на 5-й странице, вы взяли, увидели точки роста у этого сайта коммерческого, например, если у вас там сайт услуг какой-нибудь, там, не знаю, там сайт сантехника, вы нашли еще одного сантехника, у которого руки из другого места растут, и вообще он уже не хочет этим заниматься, и сайт у него далеко. Вы взяли, восстановили его, не восстановили его сайт, а улучшили его сайт, и продаете лиды, например, сантехнику с основного сайта, и вот теперь еще второй сайт у вас подтянулся, потому что у него были запросы в топ-50 очень много, вы дооптимизировали, теперь у вас 2 сайта в поисковой выдаче, ни в коем случае, конечно, не вешайте один и тот же номер телефона, шаблон не меняйте под такой же, какой у вас был, адрес там тоже должен оставаться тот, который был, там, и ИНН, и вот эта вся юридическая информация. И тогда за аффилиейт фильтра не будет, хотя его давно уже нет, и это как бы уже в категорию мифа попало. Но, тем не менее, происходит иногда такая ситуация. У коллег я общался в том числе, что когда сетка сайтов строится именно под money сайтов, и, получается, вылетают они все и, там, за топ-30, топ-50, и остается один. Это все, это affiliate фильтр, поисковая система поняла, что вы хотите монополизировать выдачу, и вам не дает это сделать. Также можно подклеивать домены, не только ставить ссылки, но и подклеивать. Когда нужно ставить ссылки, когда подклеивать, не знаю. Мы делаем и так, и смотрим, что лучше выстреливает. Опять же, максимально разнообразная ссылочная масса, поэтому делаем и так, и эдак, и вот так. И смотрим на результат, что лучше дает в той или иной нише. Плюс рандом никто не отменял, SEO это в том числе рандом. Это небольшой процент, но нужно иметь в виду, что иногда просто какие-то сайты, например, не двигаются, не выстреливают. Какая-то ссылка с какого-то проекта может не давать ничего, а с другого может бустануть. Тестим, пробуем, смотрим. И площадка для тестов или запасной вариант. То есть свой основной сайт мы белыми методами только продвигаем, а вот этот купили и пофиг. И поведенческие крутим, и хромаком прогоняем и смотрим, что из этого выйдет. Какие-то методики, которые хорошо сработали, можем перенимать на свой проект и видим, что фильтров никаких. Или просто не жалеем его никак, собираем с него лиды, пока это получается, выжимаем по полной. Что же получается? PBN панацея? Нет, конечно. Делайте сайты для людей, а PBN мы доталкиваем уже хороший, классный сайт, сделанный для людей, доталкиваем в топ Гугла. Поведенческими факторами доталкиваем в топ Яндекса. Но без основы в виде внутренней оптимизации, без ИАТ-факторов, коммерческих факторов, где это нужно, допустим, в медицине, юриспруденции, вы без ИАТ-факторов, хоть вы тонну сделаете PBN-ок, ничего не получится. И PF не будет работать, потому что все хорошо работает, когда хотя бы в топ-50 есть, лучше в топ-30. Вот там тогда все проще идет. Если у вас текстовая релевантность не дотягивает даже для того, чтобы сайт попал по позициям, по определенным ключам в топ-50, тут уже
техничка, релевантность текстовая и прочие проблемы внутри сайта, а не внешняя оптимизация. Вот так вот. То есть PBN – это один из методов продвижения, который должен быть включен, если у вас высокая конкуренция, конкурентные регионы, конкурентная ниша, и все остальное вы уже сделали, и ничего не помогает. Вы доталкиваете или видите, что ваши конкуренты это используют, но вам нельзя не использовать это. Вот это один из последних кейсов. Вот, медицина. Мы поставили ссылки в декабре, проиндексировалось только в январе и сразу начало бустить. Сейчас еще больше. Это я скрин делал, получается, пару недель назад. Вот, все хорошо пошло. Но не всегда так хорошо идет. Это вот, естественно, успешный кейс, я вам показываю. Но у меня вот есть такие кейсы, то есть вот мы работаем. Это всегда такой продолжительный процесс, то есть это SEO-шка, потом мы ссылки покупаем, потом подключаем PBN-ки, и вот тогда результат виден, и он есть. Вот тут Яндекс, Google, ну, Яндекс, понятно, основной взгляд делаем на Google. Вот, получается, продвигались там 2 года, и вот с каждым разом, когда у нас происходит пик сезона цветов, это к 8 марта, вот, получается, с каждым разом мы все больше и больше. Вот, и выгрузки из топ-визора, вот как это работает, то есть проставили ссылки, и оно сработало. Опять же, мы видим, что здесь хорошие позиции, то есть это топ-10 был, топ-15, и тогда это все сработало. Вот тут. То есть это метод, который не загонит вас с топ-100 в топ-1, а он загонит вас из топ-20 в топ-10, из топ-10 в топ-5, из топ-5 в топ-1. Вот такие вот. Вот это мой проект, один из проектов. Вот здесь произошло такое редкое явление, когда все мы делали и ничего не помогало, а вот когда мы поставили ссылочки, наконец-то Google увидел этот сайт. Это редко бывает. То есть ссылки там были и другие, но вот наконец-таки мы сделали PBN-сетку, реально там буквально из 5 доменов, проставили, проиндексировали, и вот он влетел наконец-таки. Хотя многие-многие месяцы вообще никаких движений не было. Но так редко бывает. Обычно вот бывает вот так. Сначала это хорошие позиции, а потом это еще лучшие позиции после простановки и именно индексации. Не нужно ждать, что вы только что проставили ссылку, и потом все это начинает расти. Нет, сначала вы индексируете, проверяете, потому что Google сейчас и Яндекс из-за обилия и контента, не из-за того, что и контент вообще плохой, нет, из-за его гигантского объема, и там очень-очень много трэша. То есть это может и копирайтер написать хрень, и это не попадет в индекс. И одним запросом там, можно сгенерить статью, и она тоже не попадет в индекс. Поэтому поисковые системы начали фильтровать. Но они не фильтруют в общем и контент. Если и контент сделан хорошо, грамотно, с хорошими промптами, то он и будет индексироваться. Но просто это сейчас не всегда быстро вылетает в индекс. Дожидаемся индекса, и тогда начинаем отмерять, смотреть, замеряем позиции до, замеряем после индекса, через неделю после индекса, через 2 недели и смотрим на динамику. И делаем вывод уже. Нужно ли нам продолжать строить PBN-сетки, сколько их нужно и так далее и тому подобное. Здесь бонусом настройка Cloudflare для PBN-сетки, то есть если вы даже разместили все купленные там и развернутые сайты на одном серваке, на одном хостинге, то вам в помощь Cloudflare, он можно настроить разные IP-шники для вашей сети. Да, сайты из России открываться не будут, но Google прекрасно переходит по этим ссылкам, он видит все это и учитывает эти ссылки. Так что не бойтесь, если вы не можете попасть на этот сайт, Google может попасть на него. И вот мои контакты, если какие-то вопросы у вас остались по PBN, по SEO, про жизнь поговорить, пишите, подписывайтесь на канал и пообщаемся. Собственно, все. Артем, большое спасибо. Классный структурированный доклад. Огромный опыт у тебя чувствуется. И, конечно, море вопросов тут есть. Слушай, по вопросам вообще они бесконечно, просто как скролл появляются. Ну и давай. Вот GTA Player спрашивает. Здравствуйте, в каких доменных зонах лучше делать PBN, если он предполагает продвижение не только российских сайтов? Например, с зоны .ru тоже продвигаются иностранные сайты. Ну нет, если у вас какая-то, смотрите, я всегда придерживаюсь, чем уже и тематика, и зона, тем лучше. То есть если у вас, допустим, несколько языков, то берем
com, org, net, общую доменную зону. Если у вас на какую-то конкретную, там, не знаю, Польша, PL, то пытаемся купить вот эти страновые домены. Но там бывает с ними загвоздка, проблема, потому что не каждый страновой домен можно купить, далеко не каждый, практически никакой, без ВНЖ, паспорта, там, прав и прочее этой страны. С этим могут быть проблемы, поэтому проще покупать com, net, org, но у которых был трафик и язык той страны, под которую вы покупаете дроп. То есть если это Польша, то com нужно, чтобы сайт был там на польском языке. И трафик Мгм. был из Польши. Спасибо. А вот у тебя наверняка были такие или клиенты, или запросы, например, под русскоязычную диаспору где-нибудь в Америке, в Германии, во Франции и так далее. У них, например, какой-нибудь там, ну, условно, там делают пельмени в городе, и весь город русскоязычный, вся диаспора ездит за этим пельменем. Вот у меня был такой спрос, я раз в месяц ездил в русский магазин в Джексонвилле, Флорида, чтобы купить пельмени, потому что, ну, это прям самое вкусное, что может быть, и сыр там наш и так далее. И вот на каких доменных зонах лучше делать такие сайты для диаспор русскоязычных в других странах? Вот твой совет. Ну, я опять же считаю, что там, где дислоцируется, находится точка, та доменная зона и должна быть. Неважно, Мгм. русский язык, не русский язык, а если это там, где-то в США, то, соответственно, это домен США или какого-то штата США. То есть вот Мгм. так придерживаемся локации, где находится бизнес. Мгм. Спасибо. Тюрномер 1 спрашивает, какие основные футпринты нужно скрыть? Ну, ты вот упомянул, еще можешь вкратце сказать. Смотрите, опять же, очень важный момент. Google, который в Рунете, и Google, который в Бурже, это абсолютно разные гуглы. И тут все лайтово, и многим можно пренебрегать, потому что под Бурж я вот больше заточен под Рунет. То есть у меня есть опыт под Бурж, но он по сравнению с рунетовским микроскопический, можно сказать. И я знаю параноиков, которые там вообще столько всяких делают вещей, чтобы не спалиться. И поэтому я буду говорить, исходя из своего опыта. Самые основные футпринты, которых нужно избегать, это айпишники, это одни веб-мастера, одинаковый шаблон, так, ну и какая-то непонятная CMS-ка. Некоторые еще вот мне говорят, а зачем ты WordPress? Можно же сделать на HTML. Там нейросетки делают абсолютно разные сайты. Ты им вогнал там промпт, и он тебе нагенерил кучу. Да, он нагенерил, но они же, блин, все... Ну, это же очень странно, когда на тебя ссылается 100 сайтов, нагенеренных нейросетью, и вот поиск же видит, что это вообще не CMS никакая, а что-то какой-то лендос, не пойми какой. Вот, поэтому я придерживаюсь WordPress. С Гуглом, Буржом там еще сложнее все. Нужно там и регистраторы чередовать, и хостеров чередовать. И желательно не заходить с одного и того же браузера, с одного и того же айпишника на сайты, на свои, в админки. Вот это всего нужно придерживаться. Это прям паранойя для буржа. В Рунете футпринты очень слабые. Мгм. Спасибо. И вот как раз тут следующий вопрос. Как сейчас обстоят дела на рынке ссылок? Вот, ну, в целом, например, в Рунете, вот как бы ты оценил? Спрос растет, цены как двигаются, куда? Ну да, ссылки продолжают покупаться, и тем более, я еще больше скажу, они стали популярнее после блокировки рекламы в Гугле. То есть, когда реклама в Гугле ушла, многие стали переориентироваться на Google, потому что там как раз-таки нет первой, ну, то есть первое место – это реально первое место. И, соответственно, если вы там пробьетесь в первое место, вы будете собирать горы трафика. А если в Яндексе вы пробьетесь в первое место, ну, блин, до вас еще долистать нужно, и плюс еще вам нужно побороться с ПФщиками, которые так же крутят, как и вы. Если вы на первом месте, то, скорее всего, вы крутите. И вот эта вот борьба, ну, как бы сделала ссылки популярнее. Мгм. А вот ребята, которые у меня выступали тоже по линкбилдингу, по разным темам, они говорят, что стоимость ссылок с годами увеличивается, и спрос на них растет, ну так, не рывками, но постепенно и постоянно. Вот как бы ты оценил это? Да, да, так и есть. Ну, да, растет. А как? Все же растет. В цене ссылки тоже растут. Да, так и есть. То есть это не какой-то там уже забытый метод продвижения. Нет, Google по-прежнему это любит. Без Мгм. этого никуда. На мой взгляд, линкбилдинг вот в Рунете, он так недооценен, и многие команды и специалисты, они как-то мало этому уделяют времени, и
усилий. Факт, да, согласен. Ну, Ну, тут максимум, что можно, я они делают, думаю, это изредка там на биржу залетают, набегами да, какими-то, потратят чуть-чуть денег на ссылки, и все. тут как раз можно сказать, что мы с тобой участвуем же в курсе Александра Сергеенко по линкбилдингу. Ты главу целую по PBN там делаешь, я про прогоны GSM, там уровни всякие. А сам Да-да-да. Александр у нас делает про Хрумер. Он там профессор по этой теме. Поэтому, кому интересно, найдете ссылку, размещу под видеороликом. Да-да-да. Скидос Я, будет всем, кто на вебинаре. да, у тебя сколько там уроков получилось? У меня, по-моему, 4 и 5 еще один. Ой, у меня 8, по-моему, вышло. Вот И там так еще вот. 3 домашних задания. О, сурово. Отлично. На твой взгляд, какой примерно процент вечных ссылок удаляют через 1-2 года? Вот, это, кстати, тоже беда. Этим и хороша сетка своя, потому что, ну, вы у себя не удалите, а вот веб-мастера, какое-то исследование даже было, что на диапазоне 5 лет пропадает 70-75% ссылочной массы. И М, поэтому ссылки нужно постоянно, ежемесячно покупать, чтобы как минимум компенсировать то, что отваливается, и наращивать новое. Так что вот через год, через два, не знаю, вот я помню вот это исследование, там на диапазоне 5 лет 70% ссылок отвал. Вот Вот поделите так. 70 на 5, вот будет вот такой отвал ежегодный А средний. ты не считал вот по экономике, выгодно ли покупать вот эту опцию страховка ссылки на биржах, которые, ну, говорят, вот вечная ссылка, если ее снимут, мы вам там компенсируем. Вот выгодно ли или это перебор и просто лишние траты, и на эти деньги лучше купить ссылок других? Но смотри, тут двоякая ситуация. Если ты владелец бизнеса и сам продвигаешься и покупаешь все ссылки, то, может быть, я только не знаю, какой там процент страховки, но вот, может быть, имеет смысл. Но если ты покупаешь ссылки ежемесячно, то я бы не страховал. А Мгм. вот если ты SEO-специалист или SEO-агентство, то страховку точно не имеет смысла тратить на страховку, ну, если это только не включено в бюджет ссылочный на Мгм. продвижение сайта, потому что, ну, с вами вечно никто не будет сотрудничать, а вы валите деньги, ну, как бы я за качественное оказание услуг, но просто лучше на эту сумму купить еще одну ссылку и показать быстрее результат, чем застраховать какую-то ссылку, которая неизвестно вообще, насколько она будет сильна через год, через два, когда этот сайт заспамится, например. Да. Слушай, а как есть какие-то вот, на твой взгляд, по твоему опыту, какие-то признаки, что из сайта выжимают все соки в плане рекламы, в плане продажи ссылок, и он через год уже будет просто заспамлен там вообще абсолютно? Ну, когда на сайте нет ни одной непродажной статьи. То есть М, сейчас-то вообще с нейросетями можно же там, одну разместил, там 10-15 статей просто разместил без ссылки. И это все мгм, дешево будет. Если такого нет, то... Ну и все подряд, там проституток всяких, порнуху размещают. мгм. Это уже показатель, да, что там не надо покупать. Да. Вопрос. Основные параметры подбора дропа. Ну, вкратце, понятно, что это еще тема на один доклад еще. Да, ну вот я же там даже указывал их. Мгм, Первостепенный фильтр, которым отсекаем самый мусор, это DRCFTF. Ну, для Яндекса, там, если хотите еще, чтобы трафик присутствовал, то X, там, от 30. Это прям то, что вот вы прям отсекли, и все остальное начинаете уже руками анализировать. Можно, мы загоняем еще на ресете, но иногда они галлюцинируют, и там все равно за ним перепроверять нужно. Если сайтов не сотни, а десятки, то лучше пройтись руками, пройтись в веб-архиве, посмотреть, сколько он раз перерегистрировался. То есть если это каждый год он дропается, его регает новые, и там разворачивается что-то другое, это странно. Скорее всего, даже если вы не видите там никакой чернухи и чего-то еще, но уже поиск к нему будет также относиться не с подозрением, если каждый год он дропается. Вот, смотрим, чтобы не было китайщины, арабской вязи, там и какой-нибудь хинди и прочего. мгм, Смотрим, чтобы не было ссылок на там, казино, порно и вот это вот все. Ну вот это эти вещи смотрим. мгм. Спасибо. Есть ли смысл изготавливать одностраничные сайты для PBN? Нужно И вот тестить, но уточнение тут по вопросу, извини. Есть ли смысл ставить одностраничный сайт на дроп? Еще вот, ну, как бы 2 такие по одностраничникам.
получается, есть дроп, мы на него ставим ссылку с одностраничного сайта, как будто бы прокачиваем его, да, весом. Но если использовать вот этот вот одностраничный сайт, лендинг, как прокладку под хрумак, например, хрумаком его прокачать и с нее вес передать, то можно так делать, да. Мгм. Так, спасибо. Но вот GTA еще, Player. Миша, хочу сказать, Да-да. но если ты хочешь сделать, опять же, 30 одностраничных сайтов и с них поставить главную ссылку, ну, это Мгм. вот это тоже футпринт. Но это странно, что на тебя ссылается большое количество одностраничных Да. сайтов, которые с главной на тебя А ссылаются. не наколепал ты их на коленке? Будет Да-да-да. вопрос у поисковых ботов. Нужны ли разные IP для каждого сайта? Какие хостинги, как сэкономить на этом? Да, вот Cloudflare можно сэкономить на этом, там бесплатно можно ставить, в бесплатном тарифе можно ставить разные IP-шники, но тогда у вас не будут сайты доступны, скорее всего, из России. Ну, некоторые провайдеры будут допускать, но, скорее всего, не будут доступны. Так можно сэкономить. Покупать выделенные IP-шники тоже можно, но это дороже. Если вы владелец бизнеса и вы увидели, и вы верите в результат и видите результат, то можно и покупать отдельные IP-шники. Мгм. Спасибо. Дмитрий Дим Студия спрашивает, вы используете WordPress на PBN только из-за шаблонов или есть другая фишка? Он же тяжелый и неповоротливый. Первое – это одна из самых популярных CMS в мире, не Footprint. Второе – шаблоны легко уникализируются, ставятся и ну, без проблем все это. Третье – дешевая разработка, дешевые контент-менеджеры. Исторически так сложилось, что я в 2013 году как купил первый сайт на WordPress, и все, и пошло-поехало. Четвертое. У нас вот два плагина, которые мы разработали как раз-таки под генерацию контента. Это AEWP Writer статьи пишет, и с картинками, а e-comments комментирует эти статьи. Получается, у нас полностью все это автоматизировано, там по одной кнопке разворачивается сайт, начинает генериться статьи, начинает комментиться, и все, и PBN сделано там с минимальными трудозатратами. Мгм. Контентчику Спасибо. нужно только темы сгенерить и впихнуть их, и все. Мгм. Объясните, как и сколько нужно ссылок с PBN. Вот это никак не понять. Нужно смотреть на ваш сайт, нужно смотреть на конкурентов, нужно смотреть на регион и нишу. Из этого что-то там в голове должно сложиться, затестить. Но я всегда говорю, что меньше 10 не имеет смысла дропов восстанавливать, там дроп доменов или с 10 сайтов ставить ссылки. Причем ставим мы там 3-5 с главной страницы, из этих 10, то есть получается 30 ссылок с главных мы можем поставить, и штук 10 с каждого из 10, то есть еще 100 внутренних. И вот это вот все, по идее, должно сдвинуть ваш сайт по нужным вам запросам. И дальше вы уже смотрите, сколько еще, и прикидываете, сколько еще вам нужно ссылок. Ну, вдруг вы вообще встали в топ везде, и все, и больше вам не нужны PBN, вы просто покупаете ссылки, опять же, чтобы маскировать, и чтобы ссылочная масса, которая отваливается, она компенсировалась. Если вы там из топ-10 дошли до топ-7, ну, делайте еще 10 штук, запускаете, смотрите. И итерационно, то есть как и все SEO, сделал, посмотрел, откатил, либо продолжаешь делать. Мгм. Тут, на мой взгляд, вот когда на этот вопрос пытаются ответить, ну, например, команды или SEO-специалисты или клиенты, они какие-то конкретные цифры. Надо 50 Мгм. ссылок, там, надо Мгм. 50 сайтов, 100 сайтов, там, вот какие-то круглые числа. Оно же в жизни совсем не так. Да. Это как тексты, там 2000 символов нужно было Да-да. написать, и тогда будет все ок. Ага. Как правильно составлять ссылочный профиль? По анализу конкурентов. Вообще секрет, сейчас секретный секрет расскажу SEO. Как успешно SEO? Берете, заходите в поисковую выдачу, смотрите своих конкурентов 3, 5, 7, снимаете с них всю ссылочную массу и анализируете ссылочную. У меня там есть таблички сравнения. Смотрим, какие у них блоки есть, каких нет у вас. Все это выписываем. То есть все, что уже вы хотите придумать, скорее всего, придумано вашими конкурентами. Просто анализируйте лучших, выписываете у них, внедряйте себе и чуть лучше делайте, чем у них, хотя бы на 1%. Так и с ссылочной массой. Выгрузили 5-7 конкурентов своих в ссылочную массу
и распределяете, какие ссылки, сколько dofollow, сколько nofollow, усредняете эти данные, сколько с форумов, сколько статейных ссылок, сколько статейных ссылок с сайтов СМИ, сколько с сайтов тематических, сколько с каталогов, сколько PBN, если они не скрыли вдруг, что они ставят на себя с PBN своих личных, сколько социальных сигналов, то есть ссылки социальных сетей. Все это распределяете в табличках и смотрите, и усредняете. Делите на 12, вот получается, столько вам нужно в месяц себе покупать ссылки, чтобы через год догнать по ссылочному. Спасибо. Дмитрий Дим Студия спрашивает, какое оптимальное количество доменов в сетке должно быть, на ваш взгляд? Он переформулировал вопрос, да? Сколько ссылок надо, а теперь какое оптимальное количество? Да фиг Нет, знает. там Ну, другой вот, был автор по ссылкам, другой автор комментария. ну вот тестить нужно. 10 штук запустил, проставил, проиндексировал, посмотрел на результат и делаешь вывод. И еще 10 делать или не нужно 10 делать. Ну, как-то вот так. Я с 10 всегда начинаю. То есть, я не знаю, мне нравится это круглое число. Я понимаю, что там 100 ссылок статейных, 30 главных, они должны сдвинуть, ну, кластер, ну, то есть подвинуть сайт они должны. То есть, если вообще какого движения не произошло, но это странно. Это значит, либо вы плохие дропы подобрали, либо у вас вы взяли сайт, который еще внутри сделан не ок, внутренняя оптимизация не проведена, и поэтому он не двигается. Ну, то есть вот такой объем с 10 сайтов, 100 ссылок внутренних, 30 с главных страниц, он должен сдвинуть практически, ну, какое-то движение должен показать по-любому такой объем ссылок. Спасибо. У тебя за спиной, ну, с логотипами такой пресс-волл, и там интересно такой, мне понравился очень логотип VP AI Writer, прям классно. Ты нейронкой делал или кому-то заказывал? Прям красота, такое перо и ноутбук там. Да, это вот один из, получается, это брат моего коллеги по этому плагину, то есть соучредитель, или, не знаю, совладелец, да, это он. Не, он Это классно еще... смотрится, прям шикарно, прям вообще. Сразу Спасибо. запоминается. GTA Player спрашивает, какие легковесные темы для WordPress можете посоветовать? Да, вообще можно все вот эти стандартные использовать, мы в том числе их используем. Используем как и там root, ну, который от А вот эти каждый WP-шопа. год, которые выходят, там 2026, там 2024. Да, вот их, да, вот которые стандартные, вот Ага. я про них, да, их тоже используем. Ага. Какие показатели считаются хорошим сайтом в PBN-сети, а какой трафик считается нормой? Трафик в PBN-сети? Я не фанат вот этого вот, что ссылки работают только с сайтов с трафиком. Как показывает практика, ссылки работают и с сайтов, и без трафика. Но просто какой-то минимальный траф должен быть. То есть вот если там есть 30, 50, 70 человек в день или заходов в день, а не просто мертвяцкие, он лежит там, и вообще никто его, даже боты не атакует, брезгует им, ну, значит, что-то плохо все с сайтом. Да. Вопрос. Разместил сайт на дропе. Когда может быть виден трафик по Ahrefs через 1-3 месяца после размещения и когда по Google Analytics? Ну, все зависит, когда там Ahrefs переиндексирует это все. Трафик именно разместил, и когда... Зачем трафик смотреть по Ahrefs, если есть Analytics? Что-то не пойму. Не знаю, как ответить на это. Ну, видимо, когда ждать трафика после того, как сайт на дропе разместили. Видимо, Это зависит от того, был ли он в индексе до этого. Если он еще был в индексе, вы просто перегенерили статьи, переписали на тех урлах, которые были, и он должен продолжать трафик идти. И если сайт выпадал из индекса, а вы восстановили старые урлы, то там месяц-полтора после индексации может возвращаться трафик. Кстати, вот на Телдере тоже продаются и сайты, восстановленные на дропах, и там прям видно динамика, что вот там он провалялся, допустим, месяц, два, три, потом месяц лежал, вообще ничего не происходило с ним, а потом траф начинает восстанавливаться. То есть где-то месяц-полтора обычно такой срок. Мгм. Ну, тут тоже другая формулировка вопроса, на который ты уже ответил. Сколько минимум должно быть сайтов в PBN, чтобы продвигать один ресурс? Ну вот 10 сделали, посмотрели. Мгм. Да, итерациями.
Мгм, мгм. Вопрос, как проверить трафик сайтов в Телдере, чтобы не было накрутки? Ну, метрику просить у них. На Телдере вообще проблем нет. Да, они метрику должны давать. Просто у некоторых, на удивление, ну, не все ставят, оказывается, метрику. Ну, тогда на хостинге бывает какая-то статистика, можно ее посмотреть. Можно посмотреть там по открытым, ну, в том же Ahrefs можно посмотреть. Можно посмотреть на KSO. KSO, конечно, очень сильно врет по трафику, но хотя бы если KSO показывает, что есть позиции какие-то там в топ-10, в топ-1, в топ-3, в топ-50, это говорит о том, что трафик там есть. Вот если все по нулям, а, ну, такое, конечно, вообще не видел, что все по нулям было. Но если все в топ-50, а один какой-то запрос в топ-1, скорее всего, на таком сайте нет трафика. То есть по каким-то косвенным признакам. Но я всегда запрашиваю метрику и смотрю. Мгм. Спасибо. Где купить ссылки с ваших сайтов? Написав мне вот в личку, там Мгм. договоримся. Вывел твой Telegram. Да, Вопрос, это какого надежного регистратора доменов и какой хостинг можете посоветовать? ну, у меня Regru и WebNames, ник, там шкуродеры вообще жесткие, они безумные цены ломят, поэтому я использую WebNames и Regru. Но также получается, так как я покупаю много на Телдере, у меня своеобразный там зоопарк есть из всяких регистраторов. Какие-то я переношу, про какие-то я забываю, потом плююсь, потому что там зайти невозможно на этот сайт спустя год. То там на российские номера заблочили смс-ки, нельзя двухфакторку пройти, там станции с бубном. Но основные это, получается, WebNames и Regru. Мгм. Как редактировать сайты в дальнейшем в бурже? Создать и не трогать? Ну, я думаю, смысл в том, что сделали сетку и вот Мгм. наполнили там на 2 месяца, а дальше что? Ну, по-хорошему, конечно, да, обновлять. Можно же, вот опять вот, к вопросу о том, почему мы WordPress используем. Потому что вот в этом плагине мы ставим, допустим, можно расписание поставить. То есть 2 месяца поставил, они выписались, и потом вообще можно раз в неделю, ой, раз в месяц одну статью выпускать. Либо комменты. Комменты будут оставляться, пока деньги там на балансе есть, и это все равно тоже обновление сайта, так или иначе. То есть, конечно, сделать сетку там из 50 сайтов и забить на нее на веки вечные – это плохая идея. Все равно хотя бы раз в месяц, чтобы одна статья генерилась, это копейки стоит, но для обновляемости, для живости сайта достаточно. Мгм. Спасибо. Андрей Джилавдаров задает вопрос, а нужны ли в анкорах ссылок сущности? Манкора, ссылок, сущность. Какая сущность? Сущность в виде гномика или что за сущность? Эмоджи. Не знаю. Ты про атрибуты, Андрей, спрашиваешь или про что? Кстати, вот тоже мы иногда ставим еще и тайтлы, но это редко нужно использовать, просто чисто тоже для уникализации. Типа вот, Как у картинок, чтоб при да, наведении да, курсора всплывашка там была такая. да, но не спамить этим. Ну, то есть вот туда можно еще один ключ вставить. Ну, то есть Мгм. один ключ Анкор, а другой ключ второй по значимости Анкор. Мгм. Честно, Покупка не ссылок. проводил никакое исследование, это просто чисто вот игрули такие, просто делаешь иногда это, и не знаю, насколько это влияет. Мгм. Вопрос. Покупка ссылок. Основные параметры, на что обращать внимание? Вот, тоже, как вот при покупке дропа, также мы подбираем при покупке ссылки с этого сайта. Мы смотрим на DRCF, TFX, отсортировываем по ним, а дальше уже смотрим на их, на сам сайт, что там, куда он ссылается. То есть исходящие ссылки его смотрим и входящие какие, не накручены ли эти параметры. Вот я смотрю только чисто на ссылочный вес, для меня самое важное. На трафик, там, на какие-то вот эти вот, ну, на трафик я не смотрю. Я смотрю только на то, что на него ссылается, и то, куда он ссылается. Мгм. Вы сказали, что продаете ссылки. Каким способом вам удается удержать сайт от бана Яндексом? Да, как бан Яндекса? Да нет бана Яндекса. Если это какой-то фильтр иметь в виду, ну, 1000 лет уже нет фильтров за продажу ссылок, как и нет за покупку, вот эти всякие минусинские. Я не знаю, сейчас нужно как накосячить, чтобы минусинск схватить. Они могут просто не учитываться, например, но это видно, когда там, опять же, поставил ссылки, и они никак не
не отражаются. А если на продвигаемый сайт ты ставишь там в течение полугода ссылки, и трафик из Гугла растет, ну, значит, все нормально с ссылками с этих сайтов. Да, какие-то ссылки, может быть, и не учитываются, но в массе, опять же, потому что мы их покупаем регулярно, систематично и плавно, все это отрабатывает норм. То есть фильтров никаких нет, и не было уже 1000 лет. Были АГСы, помню, но это вообще это там 2015-16 год, наверное. Да, Минусинск. Да, да, ну это из древности, что-то на древнем. Ага. Я даже как-то пару лет назад в этот город поехал, был в Хакасии там, и думаю, надо в Минусинск экскурсовода обязательно попросить. Ну, такой маленький городок там такой, далеко-далеко. Понятно. Как понять, какие ключи нужно продвигать? Ну, у вас есть семантическое ядро, вы смотрите частотность этих ключей, и самые частотные и конверсионные ваши ключи мы продвигаем, там, ставим на главные страницы. И просто их не спамим, опять же. То есть если у вас есть там ключ «Купить пластиковые окна», господи, заезженная тема, ничего больше не смог придумать. Купить пластиковые окна, и все, и вы, короче, 100 ссылок с главных поставили. Нет, всегда должны быть разные анкоры из этого кластера. То есть если вы продвигаете какой-то конкретный кластер, то самый жирный ключ, самый конверсионный, мы его ставим в самые жирные площадки с главной страницы, например, этот анкор. А все остальное из этого кластера мы ставим в статейных ссылках. И еще там как минимум 50%, по крайней мере, я придерживаюсь такого. Опять же, нужно смотреть по конкурентам. Вот когда я говорил, как анализируем, смотрим, сколько там do follow, no follow, с каких источников. И также смотрим, сколько у них анкорных, безанкорных. И придерживаемся примерно такого же порядка анкорных, безанкорных. Но самый безопасный вариант – это там 50 на 50, там 50 на 70, то есть, 30 на 70, 30% анкорных, 70% безанкорных. То есть если вы купили там 10 ссылок анкорных, ну, купите еще 10 безанкорных. Или поставьте их там с крауда, с форумов, там, с мейл-ответов откуда-нибудь, с комментариев. То есть нужно нивелировать вот эти анкорные безанкорными. И вот так продвигаем. Как выбрать? Выбираем кластер какой-то, смотрим самые частотные, ну, и вот идем по нисходящей и ставим. Как-то, так, я не знаю, семантика нужна, и смотреть самые частотные ключи, это значит, которые мы отслеживаем в топ-визоре в том же самом, и вот на них ставим ссылки. Спасибо. Киви задает вопрос, 8000. Если не требуется много трафика, то как понять ценность ссылки с PBN на продвигаемый ресурс? Просто заспамить ресурс с PBN на все страницы по ключам? Ну нет, мы же не спамим, в том-то и дело, что PBN. Мы ставим 10-15 внутренних ссылок, 3-5 с главной страницы. Получается, если у нас там 100-150 статей на PBN, из них 10% это статьи с ссылками. Все, эта PBN стоит, отдыхает, раз в месяц рожает по одной статье, там по 2-3 комментария. И все, и так вот она существует. Дальше PBN открываем, создаем, ставим также 10-15 статей и 3-5 из главных. Все, этот кластер мы, например, закрыли вот этими PBN-ками, или там, эти ключи мы использовали, следующие ключи добавляем. И вот так смотрим. Если, допустим, мы с этим анкором поставили, и он никак не шелохнулся, значит, поставили, допустим, с этим же анкором, добавили туда гео, например, там, купить пластиковые окна в Москве, там, пластиковые окна в Москве, окна в Москве, то есть разные вариации этого ключа используем. И оттолкаем этот кластер, ключ. Да, вот если так посмотреть со стороны, то PBN-ки вот при таком аккуратном использовании и применении, они намного более долговечны, чем те же ссылки с бирж, например, да. Вот ты купил тоже количество ссылок, а где гарантия, что также аккуратно владелец сайта с размещенными ссылками будет поступать? Да он там может включить на автомате, просто принимать все ссылки, и все будет размещаться, и все заспамится. А тут ты сам контролируешь, и совсем другое дело. Да, так и есть. Вопрос, что можно взять по аналитике из SEMrush и Ahrefs? Ну, видимо, в плане для PBN.
Ну, смотрим, сколько исходящих, сколько... Мы еще мажестиком пользуемся. Мне нравится там граф ссылок строится, по нему тоже можно смотреть, насколько это сайт был не заспамлен, а насколько он для пузомерок прокачивался или нет. То есть там видно прям за счет этого графа, то есть когда там уровни, 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 и они прям... ну, это получается такой сайт продвигался, чтобы ему нарастить DR, например, CF, TF. Мгм. Вот, и вот это из мажестика берем. А так смотрим на ссылки, там вот сейчас параметры там, спам есть, сколько исходящих, сколько входящих, соотношение входящих и исходящих, то есть должно быть входящих больше, чем исходящих. Не должно быть исходящих, ну, вот сейчас по Хрефсу смотрим исходящие, соотношение их, плавность DR, опять же, если он скаканул, значит, его накрутили. По мажестику смотрим, сколько уровней было построено, значит, если там много-много уровней, прям черный-черный граф такой, но это значит... Кстати, Петя Лях, по-моему, это называет раковые опухоли. Как-то так он у него называется, если по Мгм. мажестику такие вот видно на графике. Вот, ну и все. Входящие, исходящие, плавность, плавность ДР и отсутствие вот этих вот раковых опухолей. Мгм. Спасибо. Вот Андрей Джалавдаров пишет, что был вопрос с подвохом про сущности в ссылках. Ну, я понял, да, я не понял в подвоха просто. Я Мы так и туп. подумали, Андрей. Вопрос. Планируете ли открывать обучение по PBN? А вот, да, как раз таки у нас совместный, Михаил Шакин, Саша Сергеенко и я. Вот у нас совместный курс, про продвижение, ой, про работу с ссылками. Я вот там как раз веду блог про PBN, Миша про, а, ГСА, а Мгм. Саша про Хрумер рассказывает. Да, Саша молодец, кстати, пригласив меня участвовать и чтобы я провел там вот этот блог, так сказать, про Мгм. GSA, он меня мотивировал. Я все годы, с 13 года занимаюсь, вот ты с 13 года PBN-ками занимаешься, а я этими GSA всякими уровнями. И все годы я так подумывал, сделать там курс, нет. И как-то все откладываешь, лень, мало кто будет спрашивать, никому это не надо. А тут раз Саша пообещал принять участие, все, тут я сделал, и вот прям по плану все прям. И когда вот захочешь, составишь план, все там задачи распишешь по времени, оно совсем по-другому идет. Вот. Так что все Да, классно. но я, честно говоря, я вообще не любитель курсов, там вот это все записывать. Я ему на БДД пообещал там в определенном состоянии Мгм. измененном, припивший. И такой думаю: Господи, на чё я подписался? Ну, как бы уже все пообещал, надо делать. И я проклял его пару раз, конечно, пока я записывал, но записал вот эти 8 уроков. Ага. Да, когда пообещаешь, вот уже никак не Да. отмазаться. Вопрос, нужно ли отклонять некачественные ссылки, которые показывает спам в Ahrefs? Ну и тоже вот этот токсик в SEMrush, там вот аналог токсичных ссылок. И токсичные ссылки в SEO Spyglass тоже та самая суть такая же. Мгм. Ну, смотри, вот, я не отклоняю, но, было же время, когда говорили, что все, даже Google говорил, что это не работает, короче. Мы сами отслеживаем и сами отклоняем. А вот в последнее время смотрю, советы есть что нужно это отклонять. Я вот не отклоняю. То есть я наращиваю постоянно ссылочную массу, и мне кажется, что это тоже определенную естественность создает, и самый-самый трешак все равно поисковые системы не будут учитывать. Мгм. А, ну, не трачу я на это время. Но, Мгм. возможно, может быть, я что-то неправильно делаю. То есть я Но они же не закрывают этот инструмент, да, что интересно. Да, сказали, что он не работает, но такие, блин, уже много-много лет он продолжает, присутствовать. Ага. Я был, кстати, удивлен, что Яндекс не сделал что-то подобное, да, вот для какого-то... У них есть там форма пожаловаться там на всякий спам и так далее, но именно форма отклонения некачественных сайтов они не сделали. Это же такая, по сути, бесплатная ассессорская помощь со стороны массовых пользователей, да, то есть можно, в принципе, это сортировать, там какой-нибудь алгоритм написать. Естественно, не все это надо сразу там как негатив воспринимать, но какую-то долю какого-то некачественного спама, это можно отсекать и обучить алгоритмы. Ну, то есть помощь, так сказать, от населения, ну, если Миш, можно ну сказать. ссылки же не работают, зачем Да, заморачиваться? вот, да. А вот на твой взгляд, если взять, например, эффективность ссылок в Гугле за 100%, то какая процентовка эффективности ссылок в Яндексе, вот на твой взгляд, например, вот с PBN или других методов линкбилдинга? Ну, вот если в Гугле 100, в Яндексе, наверное, не больше 20.
Мгм. Ну, я прям не могу сказать, что ссылки прям сильно влияют. Они влияют, вот, по моему разумению, мнению, там, от топ там, 50 до 30, там, от 30 до 20 дотолкать, а вот в топ-10 вообще пофиг. То есть если у тебя поведенческие плохие, релевантность текстовая плохая, то никакие ссылки не помогут. То есть там совсем другие факторы начинают включаться. Мгм. Да, для топа там совсем другое. На данный момент завершим прием наших вопросов. Артем, огромное тебе спасибо. И по традиции скажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Вот твой контакт вывожу. Мгм. Ну, полезен вот построение PBN-сеток, массовая генерация и контента, там всякие описания для магазинов, мы там сотнями тысяч их делаем. Ну и комплексное SEO-продвижение, SEO-аудит вот этим. А знаешь, такой вопрос вдогонку. Время от времени, ну, я так смотрю, есть устойчивый спрос на ссылки с PBN, вот в частности Мгм. в Рунете. Мало кто делает, например, PBN-ки под ключ. Вот есть такой запрос, я так даже некоторых знакомых спрашивал, все продают ссылки, кто PBN-ами занимается, но никто не делает PBN-ки под ключ. Вот почему это невыгодно или что там, рынок не готов платить нужную сумму или как? Ну вот я как раз делаю, да-да-да, Ты PBN-ки под делаешь? ключ. То есть, да, поиск, разворачиваем сайт, генерим контент, индексируем. Ну, если нужно, мы даже проставим ссылки. Интересно, буду иметь в виду. Ладно, кто, Да, то если есть там обратиться, буду твой контакт давать. мы и под Рунет, и под Бурж это делаем, да. Мгм. Ну, нормально. А я думал, такой тренд, что сейчас это невыгодно. Видимо, при правильном подходе выгодно. Ну да. На этой позитивной ноте завершим наш вебинар. Артем, огромное спасибо. Мгм. Приходи снова с какими-нибудь Спасибо, новыми что идеями. Буду рад. принял себя. Конечно. На этой позитивной ноте еще раз завершаем наш вебинар. Всем спасибо. До новых встреч и увидимся в топе. Все, давай-давай. Всем пока. Спасибо, что пришли, задавали